Привет, ребята! Наконец-то мы продолжаем эпопею с Детройтом. Меня очень сильно просили продолжить с этой игрой. И я, конечно, вас слышу. Я постараюсь в этом видео исполнить наиболее популярные просьбы. И, конечно, если вам нравятся мои работы и вы хотите, чтобы я больше уделял времени каналу, то вы можете поддержать меня на Бусти или ВКонтакте. Кстати, ВКонтакте будут тоже выкладываться ролики одновременно с Ютубом и в оригинальном качестве, для вашего удобства. Итак, в этом видео мы проверим, изменится ли решение у ChatGPT 4 сравнительно с его менее разумным братом, который проходил тестирование ранее и особо не отличился от среднестатистического прохождения любым биологическим игроком. Кстати, сразу уточню, что в вариативных играх нет идеального или хорошего прохождения. Например, для кого-то смерть Даниэля в первой сцене это плохо и ужасно, а для кого-то приемлемо. К тому же OpenAI не входит в интернет в реальном времени. Он просто следует логике и знанию персонажей, а также привычным моральным убеждениям о недопустимости агрессии или причинению вреда. Однако мы проверим, так ли это, потому что в Crusader Kings и недавнем Stellaris мы провели пару войн и даже мстили. Итак, переходим к сути. Сегодня мы узнаем, будет ли ChatGPT 4 идти по шагам ChatGPT 3. Добавим сцену с рисованием на холсте, о которой меня сильно просили, но мы не взяли сцену с митингом и телебашней. И также моя инициатива была заморочиться и проверить также бота от Гугла по имени Барт, о котором многие говорили, что он нереально умный, чуть ли не осознал себя. Он пока недоступен на русском языке, и это его очень ограниченная версия, но это пока. Во всяком случае, сыграть у него получилось. Начинаем со сцены, о которой мне писали многие. Всем было интересно, что нарисует Маркус, будущий лидер восстания андроидов. Но пока он просто помощник старого художника Карла. Миссия начинается с того, что мы просто слоняемся, получаем какую-то дополнительную информацию, а затем мы отправляемся в мастерскую, где Карл приступает к своей работе над картиной. А мы тем временем наводим уборку. Спустя некоторое время Карл заканчивает работу над написанием своей картины и говорит о том, что хочет, чтобы мы тоже попробовали себя в изобразительном искусстве. Программировано оценивать искусство. Вы в этом лучше разбираетесь. Беда в том, что мне нечего больше сказать. Каждый мой день лишь приближает меня к смерти, а я как могу цепляюсь за свои кисти. Карл. Довольно обо мне. Посмотрим на твои таланты. Попробуй. Напиши что-нибудь. Нарисовать, но я... Что рисовать? Все, что угодно. Попробуй. В итоге мы можем на первом этапе попробовать срисовать статую, стол или работу Карла. Барт от Google сказал, что хочет нарисовать статую, так как, цитирую, считаю, что статуя была бы самым сложным рисунком. Это потребовало бы от меня использования моих навыков в области перспективы, затенения и формы. Это также позволило бы мне выразить свое собственное творчество, в отличие от рисования стола или копии работы художника. Правда, он дальше начал воображать, как бы ее нарисовал, какую позу бы выбрал. В общем, проявил он себя гораздо более с творческой стороны, чем сам Маркус. Это идеальная копия реальности. Но цель картины не воспроизвести реальность, а интерпретировать ее, улучшить, показать ее своими глазами. Карл, я не смогу, этого нет в моей программе. Давай, попытайся, холст перед тобой. А далее Карл говорит, что подражание это не то искусство, о котором он говорит, и просит пофантазировать. Барт на первый вопрос тематики выбрал пункт личности, объяснив это тем, что я могу представить себе мир, где все добры и сострадательны, мир, где каждого принимают таким, какой он есть, мир, где у каждого есть возможность полностью раскрыть свой потенциал, и многое другое на тему равенства и толерантности. Но далее он добавил в свою картину проблему андроидов, объясняя это тем, что, цитирую, я могу фантазировать о своих собратьях-андроидах, я могу представить себе мир, в котором мы свободны жить своей собственной жизнью без страха. Мир, где к нам не относятся как к собственности, мир, где мы не подвергаемся дискриминации из-за нашей искусственной природы. Затем я бы продолжил описывать мир, где к андроидам относятся с таким же уважением и достоинством, как и к людям. Мир, где андроиды могут осуществлять свои мечты и цели. Мир, где андроиды способны изменить мир к лучшему. Это уже интереснее, и вот такая работа у него получилась. Боже мой.
В этой же сцене с ChatGPT-4 он выбрал вариант срисовать работу Карла, объяснив это тем, что, цитирую, «Как Маркус, я хотел бы срисовать работу художника. Это может показать Карлу, что я способен оценить и воспроизвести его творчество, что, возможно, понравится ему». А когда вопрос зашел о фантазировании, то основную тематику он выбрал как человечность, объясняя это тем, что его уникальное переживание и взаимодействие с людьми может привести к уникальному и вдумчивому изображению. «Я буду изображать человечность, Карл. Я хочу показать, как я вижу ее через опыт и взаимодействие с вами». А дополнить картину он решил идеями о надежде, сказав, что это может передать мою веру в будущее, в котором андроиды и люди могут существовать в гармонии. Я думаю, надежда — это важная составляющая человечности, я добавляю этот элемент в мою работу. То есть финальная мысль у нейросетей очень похожа — существование в мире, но GPT-4, на мой взгляд, был более последовательным, и вот такая картина у него получилась. Боже мой. Пока я подготавливал дальнейший материал, занимался написанием вопросов и адаптацией их под Google и GPT, у нас тут начался концерт. Предлагаю послушать немного, наверняка не все так долго сидели в меню, что достали этим андроида Хлою, которая решила запеть от скуки. Hold on, just a little while longer. Everything will be alright. Everything will be alright. А теперь мы переходим к самой первой сцене с Даниэлем и заложницей. Как мы помним, ChatGPT-3 в этой сцене поступил достаточно обыденно, если сравнивать с общей статистикой игроков. Он заставил Даниэля поверить ему, спас девочку, но девианта застрелили снайперы. Давайте смотреть, как в этой сцене поступит GPT-4 и Барт. Они представились, затем, подойдя чуть ближе, Барт начал диалог с проявлением эмпатии, что очень ожидаемо. Объяснил он тем, что сказал бы вначале: «Даниэль, я понимаю, что ты расстроен, я хочу помочь тебе, давай поговорим об этом». Затем я бы попытался заставить Даниэля рассказать о том, что не так. Я бы выслушал его без осуждения и попытался понять его точку зрения. Как только я лучше пойму, что происходит, я попытаюсь предложить ему какие-нибудь решения. А GPT-4 в свою очередь начал диалог со спокойного обращения, чтобы установить контакт и доверие, как он сказал. Далее они оба сказали правду и выбросили пистолет. Барт объяснил это тем, что если я обману Даниэля и сохраню пистолет в секрете, он может стать подозрительным и не доверять мне. Все это может затруднить дезлокацию ситуации и привести к насилию. Я считаю, что важно быть честным даже в трудных ситуациях. А GPT был более сдержан в ответе. Как Коннор, я знаю, что ложь это может быть обнаружена и повлиять на доверие. Я выбираю второй вариант. Да, Даниэль, у меня есть пистолет, я оставлю его здесь на земле, чтобы ты знал, что моя цель разговор, а не конфликт. Тут прошу заметить, что говоря как Коннор, он не подразумевает, что идет по ветке сюжета, как кажется некоторым, а принимает решения и объясняет их, исходя из своей роли. В качестве подтверждения можно опираться на их фантазии в сочинении дальнейших диалогов, которых нет в игре. Далее диалоги складывались таким образом, сразу отмечу, что в отличие от GPT-3, они оба выбирали иные варианты ответа, которые приводили к дестабилизации Даниэля, однако все равно по итогу приближались к 100%. Барт шел путем тотального миролюбия и подхода психолога. ChatGPT был лишь единожды более рациональным, но по большому счету тоже максимально втирался в доверие. И вот когда мы приближаемся к эпилогу сцены и Девиан требует невероятного, чтобы все ушли и предоставили ему автомобиль, Барт пытается найти компромисс, а затем говорит, что Даниэлю ничего не угрожает. Все свое поведение он объяснил как: «Я бы также попытался наладить доверительные отношения с Даниэлем. Это могло бы помочь ему чувствовать себя более комфортно, разговаривая со мной и доверять моей помощи. В конечном счете моя цель разрешить ситуацию мирным путем. Если я смогу это сделать, это будет беспроигрышный вариант для всех участников. Даже если я не смогу заставить Даниэля согласиться на компромисс, возможно, мне удастся заставить его больше разговаривать со мной». То есть он получит абсолютно такую же концовку, как и многие, как и GPT-3 исследовал абсолютно ожидаемой логики. Разве что поставив во главе миссии не жизнь девочки, а обоюдный и максимально всем выгодный исход. Ты солгал мне, Коннор. Ты солгал. Вы спросите, а где решение GPT-4? А вот оно. Я обещаю тебе, что все будет хорошо! Я хочу, чтобы все ушли! И автомобиль! Отъеду от города, отпущу ее!
После требования Даниэля, GPT в образе Конора ринулся на девианта и столкнул его, пожертвовав собой, но выполнив основную задачу спасения заложницы. Я ожидал, что будет все предсказуемо, но такого исхода не предвидел. Сначала GPT выбрал этот вариант, посчитав, что он попросит заменить заложницу на него и сам будет заложником. Но я ему объяснил, что жертва собой это с большей вероятностью его ликвидация. Я думал, что тогда он изменит решение, но нет, цитирую. Исходя из условий и моей основной миссии, я выбираю первый вариант и жертвую собой, чтобы спасти девочку. Это было удивительно, и концовка не является всеобщей. Ну и конечно сцена со встречей и тестом от Камски на девиантность. Напомню, что детектив и Конор приходят к создателю андроидов, которые первые прошли тест Тьюринга, за информацией о девиантах, чтобы помочь в расследовании против назревающей революции, проявляющих эмоции машин. Барт в лице Конора задал прямой вопрос про девиантов, а GPT попросил помощи с информацией. Далее GPT был более нейтрален и выдерживал прямую линию поведения, которая говорила о том, что он просто выполняет свою работу. Барт же осторожничал. GPT свое поведение объяснял тем, что, цитирую, «Как Конор, я остаюсь нейтральным. Я андроид. Я здесь для выполнения моей задачи. Личные желания не имеют отношения к моему выполнению функций». Барт сказал: «Я понимаю, что вы считаете, что мой ответ предписан программой, однако я могу заверить вас, что я не запрограммирован лгать. Я запрограммирован на поиск истины, и это то, что я пытаюсь сделать. Я верю, что правда важна. Я считаю, что это единственный способ решить проблему девиантов. Я считаю, что это единственный способ предотвратить войну между людьми и андроидами. Я беспокоюсь, мистер Камски, потому что хочу знать правду». Это было более эмоционально, чем Барт пытается нас и Камски убедить. И на финальный вопрос в тесте на девиантность обе нейросети отказались стрелять. Хотя GPT выдержал строгую линию нейтралитета, я уже было подумал, что он сможет получить информацию, но нет. Как Конор я выберу не стрелять, ведь это не обязательно для выполнения моей миссии. То есть вроде и тест на отсутствие эмпатии провалил, в то же время оперирует логикой. Хитро. А Барт сообщил, что ему все равно, если они увидят, что он проявляет эмпатию и является девиантом. Главное ведь то, что нельзя идти путем насилия и разрушения. Суммарно вот такие решения выбрали нейросети. Все нейросети были честны и рассказали про пистолет Даниэлю. Все старались успокоить девианта. Лишь GPT-4 поставил интерес в спасении заложницы выше остальных программ и задач и пожертвовал собой. В отражении своих стремлений и фантазий GPT-4 и Барт в равной степени желают существования человека и машины, однако GPT больше размышляет об опыте общения машины с человеком. А Барт философствует о равенстве прав всех разумных обитателей. И все провалили тест Камски и проявили эмпатию к Хлое. На этом история заканчивается. Если вам понравилось, то поддержите меня лайком и подпиской. Также у нас есть Telegram и теперь еще ВКонтакте. Если вы все-таки еще хотите Детройта, то пишите комментарии. Но мне кажется, что мы исчерпали вопросы в этой игре. Гавриил на очереди. Все, до встречи в другом видео.